Весы, август. Обзор энергии для вашего знака зодиака, коридор затмений, врата льва 8 августа. В конце этого видео я вычту цифровое послание, которое будет подсказывать тебе, что ты на правильном пути. Ведь ты здесь не случайно. Сначала вытаскиваю карту из колоды «Корни и крылья». Посмотрим, что за послание весы вам сейчас, так сказать, приходят благодаря вот этим ручкам. Стихии. У кого-то из весов, кто меня смотрит, у вас какой-то очень классный контакт со стихиями выстраивается, и это путь в мастерство. Если это для тебя, светлячок, то ты почувствуешь, возможно, вибрации или мурашки. Мастерство от природы даже идет. Устойчивость. Карта устойчивость. Здесь на картинке нарисован бамбук, да, бамбуки растут быстро, и для них вообще не важно, скажем так, они очень быстро растут, неважно, даже если на них что-то положить, они все равно пробьют это 1.11 на счетчике, вот. Наслаждайтесь энергией, которая вообще не ломается, и расти более сильным под сопротивлением, под давлением. Вот. Но здесь какой момент? 8 августа врата льва — символическая дата, которая в духовности символизирует этап вхождения в изобильное, процветающее состояние внутреннее. И как результат отклик от мира, от Вселенной, которая может вас, весы, баловать в августе всякими интересными событиями, какими-то весточками, вот, и приятными наблюдениями и внутреннего состояния мира, покоя, и внешнего. Вот, потом 12 августа у нас солнечное затмение и новолуние. Ой, нет, солнечное затмение и новолуние, да, все правильно. Во Льве. Вот, то есть это период, когда переоценка ценностей приведет к внутренней стабильности, к желанию двигаться, к желанию как-то, знаете, расправить крылья, плечи, лапы и пойти мягкими шагами вперед, да, то есть уходит на задний план какая-то неуверенность, если вы сомневались в себе в каком-то своем следующем шаге или в поступке, если он идет у вас от состояния целостности и от искренности, или, скажем так, от послания души, то вы почувствуете желание двигаться в этом направлении. Вот, и действительно идет даже такое послание расправить крылья. В данном случае это почувствовать внутреннюю свободу, почувствовать желание и вдохновение что-то делать, сотворять в контакте с собой, в контакте с природой. Да? Очень много для вас идет потоков именно про природу, весы. Вот, но август, он благоволит, да, к тому, чтобы быть за городом, бегать босиком по траве, ходить, там, купаться. И это будет вам сильно в помощь. Кто-то, кто меня смотрит, духовный какой-то мастер, весы, для вас нужно выйти из состояния вот этого медитативного покоя, потому что оно в каком-то в качестве будет проявляться как искусственное. И вам, наоборот, нужно проявить внутренний огонь, то есть вот эту жажду жизни, вот эту жажду движений. 28 августа частичное лунное затмение в рыбах. Да, рыба — это про глубину, про такое какое-то резонансное состояние нахождения в жизни, да, про самоосознание. И здесь не самопознание верхов, да, здесь весы для вас именно что-то про то, что скрыто под видимой поверхностью. Вот, и там много для вас лежит сюрпризов. Весы. Интересно, сейчас гляну еще, что за энергия проявится для меня через Таро, благодаря Таро или как-то в созвучии с Таро. Карта Верховный суд. Но здесь, видите, на карте подъем наверх, к свету. Ну, для тех, кто занимается духовным развитием, вы продолжаете свое шествие. Хочется даже сказать победное шествие, да, то есть и любые, как казалось бы, с точки зрения ума преграда, это на самом деле еще один шажочек к вашему, даже идет для кого-то высшему я, да, если кто-то из весов меня смотрит, и он хочет услышать, не то что услышать, у вас проявлен контакт с высшим аспектом, вот, но идет такое послание, что вы можете ошибочно путать, что высшее я — это и есть то самое, на самом деле ваш образ и подобие хочет быть в контакте с вашей душой, как общаться с душой
Я учу в школе мастерства нового времени. Поток стартует 20 августа, третий уже поток. Вот, если откликается, можно присоединиться на это обучение. Вот, и да, слушайте, я зачитала, что победы. Вот карта победы, шестерка жезлов, подтверждение. Да, гадалки не ходи, как говорится. Это не гадание, да, это обзор энергии, возможностей, потенциалов для весов. Для кого-то идет даже быстрое развитие вперед, да, но здесь главное не мешкаться, да, то есть и даже идет такая картинка, я вижу, да, что может даже маленькими шажочками, но быстро-быстро ускорить процесс, да, то есть не обязательно весам в августе целиться на что-то какое-то огромное, сейчас я там, не знаю, как переезд, да, там собрать все вещи, выдвинуться в другую часть, нет, но двигаться через какие-то маленькие идеи, поступки, которые будут возникать как будто бы внутри из ниоткуда, да, и это колесо фортуны, это послание, которое вам передается с уровня души. Вот, и для вас, наверное, основная тема, которую я сейчас читаю, это контакт с душой, да, то есть чем больше вы начинаете со своей душой разговаривать, тем громче вы начинаете ее слышать, тем громче она говорит, карты выпали сами, пока я разговаривала, я, конечно же, их вам сейчас прочитаю. Так, король Пентаклей, осознание самобытия, да, и познание вот этой внутренней мудрости, даже если вы не очень понимаете веса, о чем я говорю, а я знаю, что меня смотрят люди, которые осознают и чувствуют энергетические потоки, которые проходят через эти видео, вот, это не просто активация, это знаете, как узнавание, вспоминание души, вот, пятерка пентаклей и король жезлов. То, что вы чувствовали на уровне души, чувствовали на уровне духа, на уровне энергии, начинает через финансовую составляющую проявляться в реальность, король жезлов, да, то есть выход из состояния задуманного для кого-то, да, то есть только начали думки, но тут появляются для кого-то финансовые возможности для этой реализации, и этот проект или эта идея становится максимально реалистичной и проявленной в материи, да, в материальном мире. Союз тонкого и материи. Самоосознание в данном случае для вас весы — это понимание и прожитый опыт о том, что вы не часть отдельная от мира, вы не часть отдельная от вашей души, что материальный мир — это не единственный, который существует, и что все здесь соткано из тонких частей как раз духовного тонкого мира. И у многих из тех, кто меня смотрит, даже если вы сейчас в самом начале пути, вы еще не очень растолковали, о чем этот путь и как это проявляется, вас прям подталкивают, да, к тому, чтобы вы в себе нашли зачатки этого роста, этого гармоничного развития, да, потому что оно проходит созвучие с развитием Земли, с развитием Вселенной сейчас, этим эволюционным этапом, который мы рады, мы счастливы его здесь наблюдать и быть неотъемлемыми частицами этого великого действия. Вот, и для весов, которые чувствовали себя немножко отщепенцами, как бы в отключке от этого потока, для многих из вас начнут, как через знаки, через цифры, повторяющие цифровые послания, говорить: обрати на это внимание, посмотри, что на самом деле прекрасное происходит вокруг тебя, да, то есть цифровые послания — это никогда не предупреждение о плохом, это наоборот это фокус внимания на возвращение человека к себе, да, и там повторяющиеся единички, двоечки, троечки, любые там восьмерочки, девяточки — это всегда про обрати внимание на момент, да, то есть на какую-то из сфер. Это может быть физическое тело, это может быть эмоциональное состояние, это может быть состояние мысленное, это может быть уже энергия, которая хочет через вас проявиться, да, потому что начиная с 20 июля мы пошли в новый такой энергетический сдвиг, в котором очень многие люди начнут ощущать, что у них есть какие-то специальные способности, о которых они даже не знали, да, то есть это, возможно, для кого-то работа с энергиями, для кого-то там понимание прошлого, будущего совсем по-другому, да, то есть здесь целый огромный пласт того, в каких сферах может и в каких уровнях сознания и познания может развиваться ваш уникальный дар, ваши уникальные способности, да, и август будет очень изобильным на эти осознания, на эти какие-то проявленности и жизненные подтверждения для тех, кто уже настроен на это созвучие со своей душой. Да, туз жезлов, божественное провидение. Вы неотделимы от Бога, понимаете, но Бог, Творец в данном случае, это энергия, которая позволяет проявляться в материи всему, что задумано, да, и когда говорят, Творец говорит через руки людей, через их мысли и поступки, вот, но я имею в виду именно положительные, да.
Вот, и в данном случае для весов будет какой-то очень важный, знаете, такой шаг к осознанию себя творцом своего мира, своей вселенной. И вы на этом пути получите много поддержки. Паш мечей для тех весов, которые все еще сидят в неведении, в какой-то нерешительности, просто в состоянии наблюдателя, да. А сейчас энергии так работают, что состояние наблюдателя, оно не подходит. От вас сейчас, знаете, на уровне души есть некоторое, как бы не то что ожидание, а приглашение стать активным участником своей судьбы. Да, то есть не пенять на других, не ожидать, что что-то само произойдет, а двигаться и действовать маленькими шажками. Для кого-то вот это вот чувство напряжения, стагнации, да, оно как раз направляет ваш фокус на то, чтобы вы осознали, что вы засиделись в недвижении, да, и что пора действительно действовать в соответствии со своим даже для кого-то знаковым предназначением. Вот 6 чаш. И для многих, кто задается вопросом, куда двигаться, на самом деле все подсказки у вас уже есть, да, просто достаточно как бы на это увидеть это в быту даже в каком-то, да, то есть вот это в физическом вашем мире уже проявлено. Попробуйте сделать простую практику, да, если вы не очень понимаете, если вы один или одна из тех весов, которые не очень понимают, в каком направлении двигаться и что делать, попробуйте сесть, попробуйте выключить хоть на секундочку ваши мысли, да, и почувствовать, чего я на самом деле хочу. Это очень простая практика, на нее не нужно никаких специальных устройств, там, специального времени, да, вы можете вполне себе позволить выделить там эту минутку времени и сделать это так часто, как хочется, да, и чего я на самом деле хочу. И тогда душа начинает под этим вниманием, вашим фокусом раскрываться и показывать вам, у кого-то это как видение могут быть, да, какие-то картинки, ощущения, осязания о том, чего же хочется. Так, еще? Нет, вроде все. В общем, август месяц проявленности для вас, да, и проявленность именно глубины. То есть вот лев из солнечного затмения в рыбу, затмение, частичного затмения лунного позволит вам этот путь пройти вот буквально там за 13 дней, да, и как бы в ваших все весы, на ваших чашах, да, лежит, что выбрать, остаться в старом или уже попробовать себе проявить новый опыт. Это все в ваших руках. Сейчас вытащу цифровой, как и обещала, если вы его встречаете, значит, вам Вселенная подмигивает и говорит: давай, 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 все в порядке, все в порядке. Духовный путь — это никогда не про отсутствие чего-либо, это про присутствие. 2-1, 2-1. Это вам решать. Все в ваших руках. Действительно, такое послание интересно. Кто-то за вами наблюдает. Хорошая удача, невидимые силы, направления. Даже если вам кажется, что вы не делаете никакого важного прогресса, все равно движется в вашем направлении. Если вы видите этот номер, это знак, что все обязательно сработает в вашу, как бы для вас, и ваши мечты скоро станут реальностью. Ну, выдала я вам такой маршрут, да, то есть как он у вас исполнится через какие-то событийные ряды, это у каждого своя уникальная, так сказать, энергетическая схема и структура, да, как это будет двигаться. Но чем глубже вы себя познаете, и чем больше вы начинаете себе доверять, тем больше вы чувствуете вот это доверие, которое идет уже от мира, от Вселенной к вам навстречу, да, то есть здесь вот я вижу прям по энергиям, это вот ваш вот такой вот, как это, знаете, сцепка с реальностью, в которой вы почувствуете, вот все, вот оно работает, работает. Вроде все, я вас благодарю, если вам откликается мой труд, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте это видео, делитесь им. С вами была Анна, канал Дугу, дело доброе, добро будет. До встречи в ваших следующих обзорах для вашего знака на моем канале. Благодарю вас и пока-пока.